Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы. Второй прогноз. События до конца декабря. Это те события, которые не связаны с временными рамками. Обычно мы делаем с вами расклады по декадам, но есть нечто, что не вписывается в эти самые временные рамки, но имеет большое значение. Вот давайте узнаем события декабря, которые скоро и неожиданно может быть, придут в вашу жизнь, с чем это будет связано. И это может продолжаться и дольше, чем декабрь. Правда, так ведь оно в нашей жизни и происходит. Не всегда то, что мы предполагаем, именно и происходит в то время. Вот то, что у нас не вошло ни в один расклад, давайте попробуем с вами рассмотреть. И первые три карты – это как три знака судьбы, потоковая информация, которая подскажет, что вам нужно услышать, что важно знать. Или, возможно, это сферы жизни, в которых вам доведется принимать важные решения. Первый знак судьбы. Второй знак судьбы. Что важно услышать, что нужно знать. И на второй колоде продолжим. Достанем по три карты, будут две позиции. Первая. Так вот, к чему же все идет? Что же там за его величество случай? Или как игра, может быть, случаем? К чему быть готовым? Что происходит? Что произойдет, случится в ближайшее время? В течение декабря и до конца декабря. И что же, как это обернется? Или для чего все это было нужно? До конца декабря, опять же, к чему все идет? Может быть, это какая-то развязка какого-то дела или какого-то события. Ну, давайте мы с вами узнаем. Итак, первая карта. Первый знак судьбы. Информация, мои дорогие. Паш мечей – это всегда информация. У кого-то от детей, от ваших детей, может быть, и взрослых детей. Какое-то однозначное решение. Может быть, это какой-то диалог вот именно у вас состоится, и вы услышите информацию, неважно с какой персоной, и вы будете по этому вопросу принимать решение. Иногда это может говорить о том, что важную бумагу вы можете получить или какое-то известие, но это как отправная точка нового маршрута или как бы, ну, вы что-то переиграете, передумаете, переиначите. Давайте вторую карту откроем. Вот тут самое главное не замечтаться, потому что семерка кубков всегда карта иллюзорного успеха. Вас что-то будет радовать. Но, видимо, знаете, все же по этой карте проходят наши предубеждения. То есть вот мы считаем, что вот должно быть так, а в жизни оно на тебе и эдак, правда? Тут не все так однозначно. Не дать себя, может быть, на что-то уговорить или чьи-то мысли, которые мы можем принять, что да, это истина. Или мы можем начать участвовать в каком-то деле, а это, по сути дела, для вас, для вашей жизни – особого значения не имеет. Но мы сами можем замечтаться точно так же благополучно, потому что рамки предубеждений, они в нас самих находятся. Давайте третью карту, с чем это связано. А с праздником. А вообще я должна сказать, вот смотрите, по части чувств, эмоций, тут что-то очень счастливое, приятное, радостное. Что вас будет радовать? Может быть, это добрая новость, весть, а может быть, получение какого-то документа. Или когда вы какое-то дело доведете до ума, до точки, будет, ну, в чем-то, как минимум, ясность. Потому что Паш все-таки мелкая карта, она не говорит о чем-то глобальном. Но в течение декабря явно какие-то добрые вести приходят. Создается праздник. Но вот не замечтаться все же, мои дорогие. Давайте я достану дополнительную карту. Это что за история? Ух ты, бабочки в животе, у кого-то новое знакомство, новые отношения, новые контакты или радостная весть, которую вам приносит либо какой-то человек, либо вы сами с кем-то встречаетесь, с кем-то знакомитесь, и вас эти отношения вдохновляют. Да, новое знакомство вполне вероятно. Для кого-то даже с тем человеком, который моложе вас. Но рыцарь кубков не говорит о долгом каком-то продолжении. Карта нам говорит «вдохновись моментом». Но не теряй бдительности, все-таки есть и такой момент. Ну, буквально тут, смотрите, хотим мы или нет, чего-то мы не можем исключить. Нулевой аркан – это будущее, уже практически мы к нему приблизились.
почти вплотную. Может быть, это начинается с какого-то известия, которое вы ждете, да? Здесь действительно у кого-то проигрываются новые отношения. Но вот не сглупить все-таки, это имеется тоже значение, потому что мы ведь чем-то воодушевлены. Вот вы, мои дорогие близнецы, чем-то воодушевлены, явно вам что-то приятно радует, или по этой карте идет оптимизм, ну и само по себе вдохновение, да. И у нас такой шут, это колода Чаромаркети. Шута изобразил он как, ну, едва ли не больше, чем маг, потому что шут жонглирует всем зодиаком, всеми знаками зодиака, да. Вот вам может быть интересно все и сразу, почему нет? Но ведь эта карта старшего аркана говорит, что, а ведь нет, тебе придется какой-то важный выбор делать. Ты, может быть, пока не видишь этого, и воодушевление– это замечательно, но чего-то мы не отменим. Это старший аркан предупреждает, что что-то будет меняться. Может быть, и нам самим нужно пересмотреть некоторые наши позиции, методы действий, взаимодействий, потому что новый этап жизненный уже на пороге. Это какая-то новая возможность. У кого-то новая возможность по части любви, взаимоотношений. По королю кубков, может быть, есть конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион, или имеет там асцендент. Но вообще я должна сказать, что баланс карта вам, вот если мы спросили, что важно услышать, вот посмотрите, тут самое главное не впасть в какую-то, с одной стороны, меркантильность, а с другой стороны, не надеть на себя розовые очки. Потому что король кубков, как великий маг-волшебник, можно сказать, тоже. Почему? Это единственный персонаж в колоде, который правильно умеет распределять энергию по части чувств и материальной составляющей. Иначе его мечты или вот эти чувства, они не могут быть выражены с полной отдачей, теплотой, или это какой-то базис, да, материальный, на котором стоит вот трон вот этого короля кубков. Поэтому единственный момент, когда мы занимаемся решением каких-то конкретных вопросов, документы, работа, финансы, мы сюда не должны добавить чувств. Но это у вас вообще прекрасно получаться должно. И с другой-то стороны, понимаете, мои дорогие, может быть, тут другой аспект идет, когда дела сердечные, дела душевные. Здесь вот эта меркантильность, она вам может помешать. Не только какой-то холодный расчет, ведь король кубков– это тот, кто умеет принимать любовь и дарить любовь. Тот, который умеет, да, и материальные какие-то аспекты просчитать четко. Он просто не смешивает эти две позиции, эти два понятия. А для кого-то это вопросы дома, это вопросы семьи, это вопросы взаимопонимания, это взаимной поддержки. Все-таки супруги у нас тоже идут. Или взаимоотношения. Посмотрите, много кубковых карт, много приятных эмоций. Но все-таки есть та составляющая, вот по первой карте, которая требует рационализма. Ладно, давайте перейдем к остальным картам, к чему же там все идет, к чему быть готовым. Ух ты, аркан император. И здесь двояко. Это вы можете быть таким императором. Можете быть и несговорчивым императором, почему нет? Или где-то карта говорит, ну вот есть те темы, вопросы, которые вам предстоит решать и рационально, а может быть и материально, и неважно. Либо это тема финансов, либо это тема документов. Может быть важных согласований, подписаний каких-то договоров, соглашений или получения важных бумаг. Может быть и пересмотр, все-таки у нас ретро-уран, имеется в виду пересмотр брачных контрактов, к примеру, даже по части личной жизни. Или пусть это контракты по работе, потому что это всегда структура какая-то, да, это какой-то порядок. Вот может быть порядок несколько будет меняться, но мудрый император, вот будьте мудрыми императорами. Он знает, что есть две составляющие, на которые он не влияет. Обстоятельства и люди, людское мнение. И поэтому он готов корректировать свои планы, чтобы цель была достигнута. Будьте готовы к тому, вот где-то, то, что я сказала, корректировать собственные планы, чтобы было больше возможностей. Для кого-то из вас
Это будут контакты с важными лицами, персонами, которые занимают какой-то пост, руководящий пост, может быть, руководители, может быть, вообще, мои дорогие близнецы. В период декабря будет много таких знаковых персон или людей, которые обладают определенной властью или имеют в руках сферы влияния. И вот таких контактов у вас будет больше. Но и вам придется, видимо, где-то отделять, ну, если можно так сказать, зерна от плевел. Одно дело, я не могу сказать, что зерна от плевел. Тут вот по королеву кубков, тут ведь важны эмоции. Счастье, радость, праздник. Что-то доброе, такое светлое, оно должно быть определенно в нашей жизни. То, что нас вдохновляет, что, как мы говорим, не хлебом единым, но и может быть возвышенное и земное, самое время в самом себе уравновесить, вне зависимости от той информации, которую мы слышим. Но вообще какое-то важное решение. Либо вы услышите, или вторично вы это слышите, получаете какой-то важный документ, бумагу или возможность, и вам придется что-то тут пересмотреть, переиграть. К чему все идет? Ну, где-то так вот в этих энергиях и продолжится в течение декабря. Двойка пентаклей, карта, по сути дела, жонглера. Будь легок на подъем, карта дает нам совет. Вам действительно придется что-то уравновешивать, кому-то изучать, как будто определять для себя новые направления. Причем по двойке пентаклей отчасти через опыт к нам приходят возможности. Это значит, что мы попробовали одно, или попробовали другое, третье, может быть такое, и дает совет: пробуй, пока не получится или не надоест. То есть через этот опыт, может быть, план А, план Б, план С. Рассмотрели одно, посмотрели, идет, не идет, есть смысл этим заниматься или нет. Или вот та цель, которую вы поставили, вам тоже может быть 3 пути решения. Ну, может быть, путей больше. Мы попробовали одно, что-то доизучили, словно примерили на себя, посмотрели, что нет, не годится, кольчужка маловато, переключаемся на что-то другое. Вот где-то и много событий, будет много и новостей, будет много радости, скорее всего, много и перемещений, скучать вам будет некогда. И вот, видимо, вам, вот как этому жонглеру, ну, надо приготовиться вот к такой смене событий, может быть, смене людей, смене декораций, прежде чем вы вынесете какой-то вердикт. Но явно, может быть, вот все то, что я сказала, через собственный опыт, рассмотрение разных альтернативных вариантов, вы в конце концов примете одно решение. Это карта, когда мы делаем выбор, или когда мы, может быть, это будет связано с информацией или, повторяюсь, с важной бумагой, документом. И мы уже точно знаем как будто свою дальнейшую траекторию. Вот у вас, вы сами что-то проясните, причем так вот окончательно, что вы будете продолжать, а что вы как будто оставите в прошлом. Ладно, к чему все идет, как обернется, для чего все это было нужно. Тройка мечей, любая тройка – это карта будущего. Вот у вас тройка кубков – это праздник, да? Но это тот праздник, который не длится вечно, мои дорогие. А вот тройка мечей тут более знаковая такая карта, потому что кто-то спросит: и что это у меня? Вот это какое-то глубокое разочарование будет? Нет. Эта карта говорит о том, что вы приобрели какой-то очень богатый опыт. И было бы ошибочно это как сбрасывать со счетов или не учитывать это. Это прежде, может быть, у кого-то из-за доверчивости, у кого-то из-за наивности, у кого-то из-за вашей собственной ошибки. Тут по-разному. Мы допустили, что у нас было как период какого-то саморазрушения. Знаете, как сгусток боли. Может быть, это и было с предательством. Или когда мы, ну, не ожидали, рассчитывали на что-то, а вышло все иначе. И вот это иначе, то, что было, как пережитый опыт, оно несколько останавливает и говорит, что вот это израненное сердце, которое у тебя было прежде. Ведь это всегда, мы знаем, тройка мечей, как 3 мечами пронзенное сердце. Но теперь оно не болит. Это ситуация прошлого. Шрамы, они остались. Но это зажило, как будто заштопанное сердце. Но, видимо, эти шрамы
ноют на погоду. Мне хочется всегда именно эту фразу сказать. Вас останавливая от поспешных действий. Есть что-то, что вы должны учитывать. Как не найти еще какие-то грабли. И поэтому даже какой-то отрицательный опыт делает нас и сильнее, и более, может быть, продуманными. Или когда мы уже сталкивались с каким-то минусом, и мы точно знаем, как не нужно поступать. Вот значит, пусть это касается у кого-то по работе, у кого-то это через, может быть, взаимоотношения, да, с представителями власти, может быть, да, или с каким-то конкретным человеком, персоной влиятельной, на которую вы так не оказываете влияние, скорее она на вас оказывает влияние. Может быть, это у кого-то вы в зависимой ситуации, кстати. Тогда какие-то альтернативные пути выхода надо для себя просчитать. И они, безусловно, будут. Мы что-то должны свести к нулю, чтобы не повторить какую-то оплошность. То есть прежний опыт. Говорят, что лучше учиться на ошибках чужих, но так устроен человек, учится на ошибках собственных. Вам помогает как раз колесо фортуны. По колесу фортуны это для вас фортуна вам помогает. Это вы, мои дорогие, как будто фартовые. Но вот нельзя повторить ошибку. Опять же, нельзя собой рисковать. Тут время что-то продумать. Потому как, с одной стороны, не теряя времени, действительно, у вас тут может, знаете, как пространство словно уплотняться. Может быть, много и переездов, или много каких-то событий. Может быть, и будет очень много новостей. И вы, словно так, это замечтавшись, хочется и одно, и второе, и третье, и пятое, и десятое. А все-таки нужно себя как-то сконцентрировать. Потому что мы рискуем, семерка кубков об этом говорит. Мы рискуем, знаете, чем-то чересчур вдохновиться. Но для вас, мои дорогие, для вас важно не количество. А вот, может быть, количество и присутствует, неважно, в отношениях или в каких-то ваших планах, или пусть это по работе, количество работы. А тут качество. Тут нужно уделить качественным отношениям, качественным новым людям, может быть, надежным людям, или качественно какому-то, знаете, продолжению, может быть, одного или двух направлений, которые для вас имеют смысл. И прогресс самое главное. А мы рискуем распылить свое внимание. И потом ведь все равно колесо, мы знаем, оно сначала идет наверх, а потом неизбежно будет спад. Вот тут кое железо пока горячо, но как-то очень и очень продумано. Потому что по пажу мечей есть какая-то правда. И у вас это первая карта. Правда, истина, от которой вы должны оттолкнуться. И тогда, даже если вот какой-то был у вас сложный урок, мы не должны все-таки эту ошибку повторить. А как раз есть возможность из этого выйти. К чему все идет, для чего все это было нужно. Где-то вам себя придется останавливать. Останавливать, может быть, для того, чтобы разобраться, что есть смысл продолжать, а что нет. И опять же про качество. Сам ангел как будто наблюдает за вами. Не повторить какую-то, опять же, оплошность, которая вас как отбросит назад, мои дорогие. Вот все же есть в этих двух старших арканах, а лучше даже в трех, потому что есть, вот знаете, может быть, как закон, порядок в нашей земной жизни, но есть еще что-то такое незримое, что вы хотите осуществить, как новые возможности, все-таки колесо фортуны. Поэтому, если мы так более целенаправленно или уделяем внимание тому, что служит для нас прогресса, будь то отношения, да, как прогресс в надежных людях, будь то работа, которой мы можем, ну, и сами развиваться, развивать свои лучшие качества или свои таланты, может быть, и две работы, да, какие-то возможности. Мы это должны продолжать, потому что это что-то не будет очень быстро. Не надейся на быстрый результат, а вот именно вот эта надежность на более продолжительный период. В декабре вот вам нужно эти варианты рассмотреть. Все карты нам об этом, мои дорогие. И, повторюсь, ангел наблюдает за вами. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы. А я благодарю за ваши искренние и добрые комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал.
читайте мои публикации. Я оставлю ссылки в описании под видео на свой сайт, и там разные статьи. Вы можете и на главную статью зайти через меню, выбрать то, что вам будет интересно. А я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.